В недавнем интервью на прошлой неделе бывший президент Дональд Трамп заявил, что США теряют влияние на мировой арене, поскольку все больше стран дистанцируются от доллара. По мнению Трампа, сейчас происходит глобальный отказ от главной резервной валюты мира, что создает не только экономическую, но и политическую угрозу для США. На самом деле гегемония доллара является главным вопросом для обсуждений в последние несколько лет, особенно на фоне масштабирования альянса БРИКС. Ведь только в прошлом месяце в союз противников доллара решили вступить Малайзия и Таиланд, которые имеют самые развитые экономики в азиатском регионе. Именно это и объясняет тот факт, что центральные банки стран по всему миру скупают золото. Ведь за последние 2 года Индия купила 69, а Китай 314 тонн золота, цена которого, между прочим, установила новый рекордный максимум в этом году. Также инвесторов настораживает отказ Саудовской Аравии от нефтедоллара, который используется в торговле между странами для покупки и продажи нефти уже долгие годы. Конечно же, потенциальная угроза доминирования доллара отразится абсолютно на всех, ведь более 50% всех мировых резервов хранится именно в этой валюте. Но посмотрите, пожалуйста, на вот этот список, в котором собраны самые высококапитализированные активы мира. На первом месте, само собой, располагается золото, а вот на 10-м мы можем увидеть биткоин, который почти перегоняет капитализацию компании Meta. Биткоин не просто так входит в этот список, ведь благодаря его полной децентрализации и независимости от экономики той или иной страны, он является настоящим цифровым спасением, которое многие американские компании, а также более 50% хедж-фондов используют в качестве защитного актива. Но неужели это значит, что прямо сейчас на пороге глобальных изменений в мировой экономике нам стоит как можно быстрее избавляться от доллара и немедленно покупать биткоин, чтобы защитить свой капитал от рекордно высокой инфляции и обесценивания всех мировых валют? Именно этому вопросу мы и посвятим данное видео, ведь сегодня я для вас подготовил большой ролик, где мы вместе с вами разберем, что ждет мировую экономику в ближайшие 3 месяца. Я проведу для вас подробный анализ доллара США на 3-й квартал, расскажу, как он будет влиять на биткоин, почему Трамп готовится к большому противостоянию с БРИКС, а также вы узнаете, как падение доллара отразится на вашей жизни. Ролик, как всегда, получился очень интересным и, что самое главное, полезным для всех зрителей нашего канала и не только, поэтому обязательно поддержите его лайком. А если вы желаете, чтобы мы сняли видео, где расскажем, как Трамп может полностью изменить рынок криптовалюты, учитывая его потенциальную победу на выборах, поставьте 2000 лайков, и мы обязательно его сделаем. Ну а теперь без лишних слов, приятного вам просмотра, вы на канале Coin22, давайте начинать. Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня в честь начала нового 3-го квартала 2024 года мы решили сделать для вас интересное экономическое видео, поскольку в ближайшие 3 месяца мировая экономика будет оказывать прямое влияние на биткоин. Но кроме этого на биткоин влияет рост количества активных адресов, которого не было с апреля. И, кстати, пост на эту тему и прогноз его цены мы уже выложили в нашем телеграм-канале. Если вы еще не подписаны на телеграм, вы точно пропускаете актуальные новости и эксклюзивную информацию от наших редакторов. Так что обязательно подпишитесь прямо сейчас, чтобы получать самые важные новости крипторынка и 24/7 оставаться в курсе всех событий, ведь в крипте это самое главное. Что касается биткоина, то июль он начал на положительной ноте, поскольку все-таки удержал поддержку выше уровня 60 тысяч и даже вырос на 5%. Это произошло из-за снижения давления продавцов, а также из-за возвращения притока капитала в биткоин ETF. Но также прямое влияние на биткоин оказывает именно доллар, поскольку за последнюю неделю мы наблюдаем за тем, как индекс доллара приостановил свой рост и начал постепенно снижаться. Для общего понимания, когда индекс доллара падает, это обычно происходит на фоне снижения процентных ставок ФРС, это оказывает положительное влияние на рискованные активы, такие как акции и криптовалюта. А вот когда индекс доллара растет, все наоборот. Рискованные активы снижаются, но доходность гособлигаций США увеличивается. Но что будет с долларом в 3-м квартале? В данном случае все будет зависеть именно от решения ФРС. Так вот, буквально вчера на форуме в Португалии совместно с президентом ЕЦБ Кристин Лагард и главой Центрального банка Бразилии Пауэлл призвал к осторожности в вопросе снижения процентных ставок. Другими словами, ФРС не будет снижать процентные ставки до тех пор, пока ситуация не станет серьезно критичной. Да, Пауэлл признал, что последние данные по инфляции являются многообещающими, но подчеркнул, что необходимы более последовательные данные для подтверждения устойчивости тренда падения. Пауэлл заявил: «Я думаю, что последние данные инфляции и предыдущие говорят о том, что мы возвращаемся на путь дезинфляции, но мы хотим
хотим быть более уверены в том, что инфляция устойчиво снижается, прежде чем начинать процесс смягчения политики. Так почему же инфляция не падает так быстро, как этого желает ФРС? Одна из причин в том, что мир дедоларизируется, поэтому людям не понадобится столько долларов, как раньше. Это может означать высокую инфляцию и высокие процентные ставки на более долгое время. Вот поэтому Китай, Индия и другие страны БРИКС запасаются золотом. А если взять недавний отчет Bloomberg, то мы увидим, что американские компании, включая хедж-фонды и корпорации, стали более уверенно относиться к биткоину, как к специальному активу для диверсификации и хеджирования рисков. Касательно дедоларизации, на прошлой неделе Трамп заявил, что это большая проблема для США, и он сказал: наша копилка будет становиться все меньше и меньше, потому что мы теряем власть. Мы теряем много стран из-за доллара, они разлетаются как мухи. Если мы когда-нибудь проиграем, то это будет равносильно большой капитуляции. Это трагедия, это большое дело, которое происходит против нашей страны, и мы не можем этого допустить. Еще в апреле Трамп заявил, что будет вести активную борьбу с теми, кто пойдет против доллара США. Тогда Трамп обвинил Байдена в ослаблении доллара, сославшись на то, что он ничего не делает для контроля падения доллара. После чего Трамп сказал: «Я ненавижу, когда страны отказываются от доллара». Несмотря на то, что Трамп на данный момент не является президентом США, проблема все равно остается. А значит, в ближайшее время противостояние США между странами БРИКС на мировой арене будет только набирать обороты. Это в любом случае отражается на стоимости доллара, что в конечном итоге влияет на цены активов и уровень жизни по всему миру, так как большая часть товаров на внешних рынках оплачивается именно в долларах. Тем не менее, последние комментарии Пауэлла сохранили потенциал на снижение процентной ставки уже в сентябре. При этом вероятность на сокращение денежно-кредитной политики превышает 60%. То есть третий квартал может спровоцировать экономический разворот США, который будет стимулировать рост технологического сектора, а также биткоина. Но на самом деле в июле будет еще много экономических событий, которые смогут оказать прямое влияние на криптовалюту, как, например, ИПЦ 11 июля. И все эти события, отчеты и показатели внимательно изучают аналитики нашей подписки Coin22 Pro, чтобы заранее предоставить для вас лучшие точки входа на биткоин и многие альткоины. Подписка Pro позволяет вам ежедневно получать качественную аналитику для заработка. К примеру, на днях все участники Pro заработали от 80% на росте монеты DOT, потому что все необходимые уровни для открытия позиций, а также для фиксации профита были подобраны заранее. Таким образом, зарабатывать смогут даже новички, поскольку на старте мы предоставляем пошаговое обучение, сопровождение и поддержку 24/7. А еще вы сможете получать пассивный доход благодаря спотовому портфелю, который мы соберем индивидуально для вас. Подписка Pro успешно работает более 2 лет, и за это время мы максимально усовершенствовали нашу торговую стратегию. Поэтому, чтобы начать зарабатывать уже с первых дней месяца, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Исходя из последних данных по мировым резервам, доллар по-прежнему занимает первое место, несмотря на высокую инфляцию и падение покупательной способности. Ну а что насчет нефтедоллара, от которого полностью желает отказаться главный экспортер нефти Саудовская Аравия? В конце июня поисковые запросы Google по тегу нефтедоллар подскочили до рекордного уровня, а вирусные новости о том, что Саудовская Аравия полностью отказывается от доллара, услышали все, даже те люди, которые далеки от экономики. И многие по-прежнему считают, что это событие положило конец американской экономической гегемонии. Но так ли это на самом деле? Забегая наперед, отвечу, что нет. Помните, недавно обсуждали новость, что Саудовская Аравия отказалась от продления сделки для использования доллара в торговле с Америкой спустя 50 лет. Но это нельзя назвать полноценным договором. На самом деле Саудовская Аравия продавала свою нефть в других валютах, включая фунты, до конца 1974 года, когда она решила полностью перейти на доллар. Даже тогда саудовцы принимали недолларовые платежи, включая британские истребители, в сделке нефть в обмен на оружие в 80-х и 90-х годах. Таким образом, нефтедоллар умер давно, и мало кто это заметил. Вероятно, он перестал оказывать существенное влияние на мировые финансовые рынки около 30 лет назад, если не раньше. Даже во время скачка цен между 2003 и 2008 годами стоимость доллара, переработанных в американские долговые инструменты, была весьма ограниченной, поскольку страны ОПЕК имели возможность и потребность использовать свои ресурсы, тратя деньги на импорт товаров и услуг. Если доллар США сильный, а он сильный, поскольку индекс доллара находится на одном из самых высоких уровней за последние 20 лет. Это не потому, что саудиты финансируют американский дефицит. Конечно, саудовская нефть по-прежнему оценивается в зеленых банкнотах, и Saudi Aramco, это государственная компания королевства, также выставляет всем счета в долларах, но это лишь малая часть того, чем когда-то был нефтедоллар. Я не думаю, что это причина, по которой доллар доминирует, или почему США является страной с сильной экономикой. Даже если Саудовская Аравия начнет использовать другие валюты, то такие компании
компании как Apple, Microsoft, Nvidia, Google и другие никуда не денутся. Они по-прежнему продолжат приносить штатам миллиарды долларов дохода каждый год, потому что это самые большие компании в мире. Честно говоря, я не вижу, что Ближний Восток желает отказываться от американской валюты для продажи нефти. Важно то, что саудиты также сохраняют свою валюту, привязанной к доллару. Прямо сейчас королевская семья делает попытки заключить сделку с Белым домом, чтобы возобновить свои отношения с Америкой. Переход на другие валюты имеет больше проблем, чем преимуществ. И по другими валютами я имею в виду евро, фунт, швейцарский франк или иену. Принять китайский юань, как желает БРИКС, будет еще сложнее. Зеленая валюта свободно конвертируется, а юань нет. Доллар ликвиден, а юань также нет. Это обо всем и говорит. Поэтому я по-прежнему считаю, что для того, чтобы мир действительно увидел последствия дедоларизации, должен пройти далеко не 1 год. Несмотря на то, что доллар сохраняет свое доминирование, умные инвесторы никогда не будут держать яйца в одной корзине, а всегда будут использовать несколько активов для сохранения своего капитала. И вы все правильно поняли. Одним из таких активов, который с каждым годом набирает популярность, является биткоин. В среднем доля доллара составляет 58%, однако эта цифра вводит в заблуждение, поскольку она увеличена ростом самого доллара. МВФ недавно предоставил цифру в 55%, отталкиваясь от постоянных обменных курсов. Доля иены достигает 5,7%, тогда как китайский юань 2,3%. По этому поводу ЕЦБ предупреждает, что геополитические риски играют все более важную роль в управлении валютными резервами. В связи с этим ЕЦБ подчеркивает недавний опрос HSBC, в котором приняли участие 91 центральных банков, и отчет показал, что напряжение в геополитике является наиболее важным фактором, влияющим на мировые резервы. ЕЦБ также подчеркивает в своем отчете результаты опроса от официального форума денежно-кредитных и финансовых институтов в июне 2023 года, согласно которому почти 40% ЦБ планируют увеличить свои резервы в юанях в течение следующих 10 лет. Однако эти цифры не сравнятся с золотом, ведь его покупки достигли рекордного максимума. Сейчас золото составляет почти 20% от общего объема валютных резервов. Центральные банки купили более 1000 тонн золота в прошлом году. Как я сказал в начале, Китай был крупнейшим покупателем с объемом в 225 тонн. Таким образом, стратегия явно направлена на восстановление золотого стандарта, или по крайней мере на укрепление своей валюты, чтобы обойтись без доллара. Но может ли биткоин хотя бы частично, на несколько процентов, стать резервной валютой? На самом деле биткоин уже является резервной валютой для небольших стран, таких как, например, Сальвадор, который держит более 5000 биткоинов. Кроме того, некоторые страны имеют биткоин из-за конфискаций. По некоторым оценкам, более полумиллиона биткоинов находятся в разных странах, таких как Китай, Болгария, США, Германия и многих других, что составляет 40 миллиардов долларов. А это уже 0,3% мировых валютных резервов. Таким образом, мы отчасти можем считать биткоин резервной валютой. Конечно же, никак не сравнимой с долларом, но учитывая, что это криптовалюта, это уже неплохо. С этой точки зрения биткоин является потенциальной резервной валютой. С капитализацией в 1,2 триллиона долларов биткоин представляет 10% мировых валютных резервов. А еще биткоин является платежной сетью, которая проводит массовые переводы. Объем транзакций биткоина составил около триллиона долларов в прошлом году. Для сравнения, Visa и MasterCard обрабатывают 9 триллионов в год. Ну а с запуском ETF теперь любой инвестор, фонд, компания или даже правительство может инвестировать в биткоин. Понятно, что для массового принятия биткоина 100% потребуется время, и это точно не 1 год. Но не стоит упускать тот факт, что биткоин — это 10-й самый большой актив в мире, за счет чего нам обязательно стоит иметь его у себя в портфеле. Растущее принятие биткоина совпадает с ростом денежных резервов в компаниях США, а также интерес Уолл-стрит к биткоину продолжает расти, поскольку он показывает лучшие результаты, чем ведущие акции и фондовые индексы. Ведь доходность биткоина в первой половине 2024 года составила более 90%. Для сравнения, S&P 500 вырос на 23%, а Dow Jones за тот же период времени вырос на 14%. Поэтому, если вы еще не купили биткоин, покупайте. Ведь с каждым годом интерес к этому активу будет только расти вместе с его ценой. Более точные прогнозы по биткоину на весь июль есть вот в этом ролике, поэтому рекомендую вам его посмотреть. А все самые актуальные новости вы, конечно же, можете найти в нашем телеграм-канале. Так что подписывайтесь. Все интересующие вас вопросы оставляйте в комментариях и увидимся в следующем видео. Вам, как всегда, желаю удачи. До скорых встреч!